Знание законов гидравлики необходимо не только при создании крупных гидротехнических сооружений. Мы познакомимся с картиной истечения жидкости из отверстий и насадков, которые часто применяются в повседневной практике. Струя газа в определенных условиях тоже подчиняется законам гидравлики. Эти же законы проявляются и в струе жидкого металла. Форма струи, характер ее истечения зависят от геометрической формы насадков. Наиболее часто используются конически расходящиеся, цилиндрические и конически сходящиеся насадки. Возьмем внешний цилиндрический насадок и присоединим к отверстию в напорном баке. Из цилиндрического насадка жидкость вытекает довольно компактной струей. А струя из расходящегося насадка оказывается весьма раздробленной. Как видите, характер истечения воды отличается один от другого. Скорости истечения жидкости из насадков разные. Разной получается и дальность боя струи. Существенно, что различаются и расходы вытекающей воды, хотя диаметр входных отверстий одинаков. Рассмотрим истечение жидкости из малого отверстия в атмосферу при постоянном напоре и больших числах Рейнольдса, когда вязкость жидкости не влияет на характер течения. Вся жидкость в сосуде приходит в движение. Частицы жидкости, которые двигаются вдоль стенки, приобретают горизонтальную составляющую скорости и, продолжая двигаться по инерции, описывают криволинейную траекторию. При этом сечение струи уменьшается. Первое сечение струи, где движение становится плавно изменяющимся, называют сжатым. Сжатое сечение расположено на расстоянии примерно равном радиусу отверстия. Подчеркнем, что давление жидкости в этом сечении равно атмосферному. Расход, вытекающий из отверстия жидкости, зависит от площади сжатого сечения и скорости. Скорость в сжатом сечении, согласно формуле Торричелли для идеальной жидкости, определяется величинами напора и ускорением силы тяжести. В реальной жидкости из-за потерь напора скорость меньше. Для определения расхода вводят коэффициент расхода отверстия, который учитывает эти потери напора и степень сжатия струи. Если отверстие расположено достаточно далеко от стенок и дна сосуда, то они не влияют на величину сжатого сечения. Такое сжатие называется совершенным. Коэффициент расхода численно равен 0,62. Расположим отверстие у боковой стенки или у дна сосуда. Частицы жидкости у дна сосуда при выходе из отверстия продолжают двигаться прямолинейно, поэтому поджатие струи происходит только с одной стороны. Теперь сжатое сечение несколько увеличивается и расход. Это случай неполного сжатия. Изменим форму отверстия. Для квадратного отверстия скорости подхода частиц к отверстию не одинаковы на разных участках периметра. Поэтому изменяется и форма струи вдоль траектории. Подобное явление называется инверсией струи. В еще большей степени явление инверсии проявляется при истечении из крестообразного отверстия. Присоединим к круглому отверстию короткий цилиндрический трубопровод. Теперь при выходе в атмосферу сжатие струи отсутствует. Но оно есть внутри насадка, что можно увидеть, если сделать насадок прозрачным и подкрасить жидкость.
насадке образуется водоворотная область. Давление в струе при этом меньше атмосферного. Далее струя расширяется и заполняет весь насадок. В существовании вакуума можно убедиться, измеряя давление в жидкости вдоль насадка. По сравнению с отверстием, благодаря вакууму, создается дополнительный напор жидкости, поэтому расход увеличивается, и коэффициент расхода становится равным 0,82. Каковы же условия, при которых цилиндрический патрубок работает как насадок? Если длина патрубка мала, струя не успевает расшириться до полного сечения трубы. Увеличение коэффициента расхода по сравнению с отверстием не происходит. Длина патрубка лишь в 3 раза превосходит диаметр отверстия. Истечение жидкости оказывается неустойчивым, вакуум срывается при небольшом сотрясении. Когда длина патрубка превосходит 7 диаметров отверстия, потерями напора по длине нельзя пренебречь. Величина расхода уменьшается. В промежутке между этими значениями длин патрубок работает как внешний цилиндрический насадок или насадок Вентури. Внутренний цилиндрический насадок или насадок Борда отличается условиями входа жидкости. Это приводит к увеличению сжатия струи и несколько меньшему, чем для насадка Вентури, расходу жидкости. Округление входной кромки цилиндрического насадка увеличивает скорость истечения. Коэффициент расхода можно довести до значения 0,95. Конический сходящийся насадок при постоянной площади входного сечения дает увеличение скорости истечения при небольшом сжатии. А конически расходящийся – увеличение расхода по сравнению с насадком Вентури. Наибольшее увеличение расхода позволяет получить расширяющийся насадок с округленными входными кромками. Трудно перечислить области техники, где не используются насадки той или иной конструкции. Это и горелки аппаратов газовой резки металлов, и системы орошения различного типа. Пожарный бронспойт – это тоже конический насадок. Сходящийся увеличивает дальность боя струи, расходящийся используют в пенных огнетушителях. Знание законов гидравлики необходимо инженеру любого профиля.